в 60-е годы, в начале 60-х годов я работал в филармонии. У меня был хороший инструментальный ансамбль. Когда в 67 году впервые Одесская киностудия получила заказ от центрального телевидения, прокатные фильмы заказывала Госкино, такая организация, Государственный комитет кинематографии. А телевидение уже делало заказы, ну вот делала в основном на Мосфильме, Ленинградская киностудия. И вот в Одессу первый раз пришел такой заказ. То есть они выделили деньги, сами предложили вот сценарий «Продавец воздуха» по Беляеву. Вот, кстати, автор сценария, там указан Петровский, это один из редакторов центрального телевидения. Ну вот он сам как бы написал сценарий. И тогда этот режиссер, первый раз он тоже делал, молодой режиссер, Владимир Рябцев. Он закончил ГИК, и ему предложили вот снять эту картину, 2 серии. Ну, не знаю, кто ему подсказал, по-моему, звукооператоры. Но он обратился ко мне, то есть я не имел с ним никаких контактов. Приди, мы поговорим уже на киностудии. Я имел дело только с телестудией. На киностудию я пришел, они меня познакомили с этим сценарием. Ну, я говорю, дело не в том, нравится, не нравится. Мне интересно просто писать, это интересно. Буду писать. И вот таким образом я пришел. А когда я сделал «Продавец воздуха», видно, удачно получилось, потом у меня уже много было заказов. То есть обращались режиссеры Одесской киностудии, и за много лет я сделал, считаю, немало, 20 художественных кинофильмов на Одесской киностудии. Когда было уже решено, что я буду писать музыку, ну, кандидатура была в дирекции утверждена, это же все делалось, ну, возник вопрос, как и что, какие-то лейтмотивы, будут ли песни. Ну, разговаривали с этим режиссером, он говорил, что, конечно, она должна быть немножко такая все-таки фантастическая. Но я говорю, для того, чтобы создать хороший фантастический звуковой фон, нужны очень мощные синтезаторы. Тогда их еще не было. Было все, чем мы располагали, были музыканты. Это была ионика, так называемая, ну, простенький ГДРовский электроорганчик, который не имел, в общем-то, многих тембров. Ясно было только, когда его слушаешь, что это электронный инструмент. Ну, и я сам предложил, я говорю, я бы хотел, чтобы все-таки опора была на джаз. Вот я много видел фильмов той поры, чехословацких, польских, там часто этот жанр и это направление использовалось. Ну, вот таким образом пришли к выводу, что можно. Я говорю, где-то я подключу вот этот электронный инструмент, вибрафон, чтобы они создали краску, значит, фантастики. Ну, вот таким образом работали. Ну, потом я принес режиссеру пару лейтмотивов, решили, что будет песня. Ну, вот с песней было самое тяжелое, если спросить, в чем была тяжесть работы над фильмом, то больше всего с песней я имел проблем. Певица здесь была Лилия Плям. Она работала в филармоническом джазе. В общем, спела, записали, все, я доволен, думаю, все, уже с этой проблемой решено. Когда уже записывали даже музыку к фильму, вдруг он мне говорит, и эту песню забраковали. И забраковали. Я говорю, что песня? Нет, слова. Ну, я так понял, ну, может, он прав был, главный редактор киностудии, видите, как это все в кино, он решил сам написать. Причем, я понимаю, дело не в деньгах, там, это небольшая сумма, но ему, видно, очень интересно было.
Тем более, что московские композиторы, как правило, работают со своими поэтами, с московскими. И тут он видел, что есть возможность, а я артачиться не буду. И он, видно, надавил на этого Рябцева. В общем, забраковали его текст. И этот Березинский Виталий, он был тогда главным редактором киностудии, пишет вот этот фильм «Баллада о ветре». Ну, я уже даже не говорю, что какая у меня была злоба и так далее. Это все. Ну, вот там есть звуки, когда электронно-счетная эта машина, махина, считает там, сколько воздуха осталось там. Если они сейчас не взорвутся, вы станете самым знаменитым человеком, профессор. Композитор может написать, а ее могут забраковать, эту музыку. Потому что те же редактора, если они воспитаны на советской музыке, скажут, что это такое за тут. Зачем встречаются люди? Зачем объясняют